Здравствуйте, мои друзья! Сегодня мы с вами приготовим осенний морковный торт. Готовится он просто, быстро, получается вкуснейшим и очень нежным. Для него нам понадобится 3 яйца, щепотка соли, 200 грамм сахара у меня коричневый. И миксером все нужно взбить, чтобы масса увеличилась в 2-3 раза в объеме и посветлела. Продолжая взбивать, вливаем 150 мл растительного масла без запаха. Это жидкие компоненты, сухие компоненты. 130 грамм муки, это стакан, и 10 грамм разрыхлителя. Также мы добавляем вот такие специи. Корица чайная ложка, пол чайной ложки сухой имбирь и щепотка мускатного ореха. Все перемешиваем миксером. Снимаем муку со стенок миски, вмешиваем ее. Вот такое тесто у нас получилось, оно лентой стекает с лопатки. Добавляем 250 граммов натертой моркови, это 3 средних моркови, и 50 граммов крупно порубленного ореха. У меня пекан, можно заменить его грецким орехом. Противень у меня 30 на 40 сантиметров. Я его выстелила пекарской бумагой. Если вы не уверены в качестве пекарской бумаги, смажьте ее растительным маслом. Выпекаем 20 минут морковный корж, заранее разогретый на 180 градусов, режим вверх-вниз духовки. Готовность проверяем на сухую зубочистку. Снимаем бисквит морковный с противня и переворачиваем его на чистый лист пекарской бумаги. И снимаем лист пекарской бумаги, на которой пекся бисквит. Даем остыть бисквиту и срезаем края. Они нам понадобятся для крошки. По длинной стороне прямоугольника делим бисквит на 3 части. У нас получается 3 прямоугольника 13 на 30 сантиметров. Для крема нам понадобится 250 граммов сыра маскарпоне, 2 столовые ложки сахарной пудры и пакетик 10 грамм ванильного сахара и 250 миллилитров холодных жирных сливок, у меня 38% жирности. Долго не взбивайте, чтобы не перевзбить крем, чтобы он не расслоился. На блюдо выкладываем немножко крема и начинаем собирать наш торт. Я это делаю при помощи кондитерского пакета. Это очень удобно для меня. Потом в разрезе будет очень красиво смотреться наш торт. Будут ровные слои бисквита, крема. И так продолжаем собирать наш торт. Друзья мои, если вам нравится видео, ставьте лайк. Это поможет продвижению видео. Его увидит большее количество зрителей. А пошаговый рецепт и в граммах, и в стаканах вы сможете прочитать в описании под видео. В этом рецепте я пользуюсь стаканом объемом 250 мл. Покрываем кремом и верх пирога, и бока. Украшать мы будем наш торт при помощи крошки. Обрезки от бисквита я натерла на терке. Можно их измельчить при помощи блендера. И добавила также крошки немножко пекана. Вот такая крошка у нас получилась вместе с орехами. И теперь мы будем украшать наш торт. Бока я обсыпаю крошкой, и верх пирога тоже, и верх торта тоже. Вы можете украсить торт на ваш вкус, как подсказывает вам ваша фантазия. Я решила украсить торт в таких осенних тонах, в цвете осенних листьев. Рыжая крошка, коричневые половинки пекана, и сверху я еще посыпаю измельченным фисташками. Они дают такой зеленоватый цвет. В общем, у нас осенние листья. Убираем полоски пекарской бумаги. Наше блюдо остается чистым. И отправляем торт в холодильник на пару часов. У меня 2 часа стоял торт в холодильнике. Сейчас мы его будем разрезать и пробовать. Режется он прекрасно, он мягчайший. А посмотрите в разрезе, какой красивый кусочек. Ну что, пробуем. Друзья мои, какой же он вкусный. Он мягчайший, он нежнейший, он такой пряный. Приготовьте этот вкуснейший осенний морковный торт.